Вот и подошла к концу третьей недели сентября. Давайте подведем ее итоги. Привет, с вами Руслан Левиев с очередной сводкой из войны. Ход боевых действий за прошедшую неделю не принес значимых изменений по линии фронта. Везде по чуть-чуть продвинулась либо та, либо другая сторона, что в целом ситуацию принципиально не меняет. Давайте пойдем по порядку. В Курской области основная часть боев идет на западной границе украинского плацдарма. За прошедшую неделю появилось подтверждение того, что Минобороны России заявляло неделю назад. А именно, отмечено продвижение российских сил по направлению от Апанасовки в сторону Николаева-Дарьина. Тем самым подтверждено освобождение таких населенных пунктов, как Гордеевка, Викторовка, Внезапная, Бяхово и Обуховка. Я перечислял вам еще на прошлой сводке, но с ремаркой, что на тот момент не было подтверждений даже самих боев в этих населенных пунктах. Некоторые пропагандистские телеграм-каналы сейчас заявляют об освобождении также сел Николаева-Дарьина и Дарьина. Но в действительности нет ни одного подтверждения этому. На восточной границе Курского плацдарма также было заявлено освобождение поселка Борки. Но там происходит то, что я называю «ты не толкай». Ситуация динамичная и может измениться на полностью противоположную буквально за сутки. Так что я бы пока повременил с подтверждением освобождения Борков. Но вторжение ВСУ, как его называют некоторые, никуда не продвинулось за неделю. Я имею в виду кусок местности Глушковского района Курской области, в районе поселка Веселое, который находится к западу от основного плацдарма. Меня всю неделю задолбали вопросами. А вот там сейчас российские войска возьмут в окружение. А вот там ВСУ подготовили ловушку. А это классный план Сырского. Начну с того, что я не видел, чтобы подобного рода комментарии давал кто-то из украинских официальных лиц или украинских военных. Насколько я вижу, это сначала возникло в чем-то воспаленном воображении, а потом все подхватили. В целом, даже сама идея такой типа ловушки была бы очень странной. Во-первых, зачем тогда вы сразу бомбите мосты через реку Сейм? Так дайте сначала заманиваем войскам зайти в эту ловушку, а уже потом закрывайте за ними дверь. Зачем вы им перед носом-то дверью хлопаете, если пытаетесь их заманить? Во-вторых, как я вам много раз уже говорил на протяжении этих 2 лет, обороняться всегда проще, чем наступать. А окружение и атака якобы попавшие в ловушку войска – это и есть наступление. Также много раз говорил, что для эффективного наступления нужен хотя бы 3-кратный перевес в силах. И как же его реализовать? Снять еще дополнительные ресурсы из Донецкой области? Если бы удалось изначально зайти в Глушковский район, взять его под свой контроль и выстроить оборону по реке, то сейчас было бы сильно проще и менее затратно. И российские войска не вели бы сейчас бои около Николаева-Дарьина. Я считаю, что цель захода в район поселка Веселое была другая. А именно, поскольку занять Глушковский район и выстроить оборону по реке не удалось, то таким заходом в Веселое ВСУ отвлекают часть российских сил, атакующих западную границу Курского плацдарма, на себя. На мой взгляд, тактически совершенно верный ход. Просто некоторые комментаторы сделали из этого слишком далеко идущие выводы. Еще на этой неделе появилась статья в издании «Политика», в которой со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских военных говорится, что впервые идею вторжения на территорию России Владимир Зеленский предложил в начале года. Он представил ее тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, но тот оказался против. Авторы статьи пишут, что Залужный не понимал, какой должен быть следующий шаг. Вот вы создали плацдарм, а дальше что? И якобы он не получил внятного ответа на этот вопрос. Против подобной операции оказался, если верить авторам статьи, и теперь уже бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов. Он боялся того, что внутри России его бригада окажется слишком уязвимой, и что число жертв может резко возрасти. Также в этой статье пересказываются слова украинских солдат, которые говорят, что из-за начала Курской операции начался быстрый рост потерь в Донецкой области, что вынудило Сырского перебросить часть подразделений из Курской области обратно в Донецкую. Подводя итог, сейчас уже ничего не поделаешь. Придется пытаться удержать эту территорию до ноября, до президентских выборов в Америке. Еще по Курской области мы отметили в команде, что чуть ли не в каждом первом видео из этого района с российской техникой фигурирует боевая машина десанта. Сплошь одни БМД. И атаки ведут в основном десантники. Почему это важно? Одним из важных выводов для военных из этой войны должно стать то, что идея десантируемых машин устарела. Поясню, что десантируемые машины – это прям полноценные боевые машины с пушками, которые с транспортного самолета сбрасываются на парашютах. По крайней мере, они умеют так делать. Для того, чтобы они умели так делать, их делают максимально легкими. А уменьшение веса достигается, в первую очередь, за счет сильного уменьшения бронирования. И казалось бы,
никто не планирует в этой войне десантировать с воздуха боевые машины. Как минимум потому, что у каждой из сторон есть мощное ПВО. Да и в потенциальных операциях против каких-нибудь слабовооруженных повстанцев или террористов где-нибудь в Афганистане ты тоже не будешь так делать. Вроде бы должен следовать абсолютно логичный вывод. Переставать давать десантникам эти картоневые, как мы их называем, боевые машины десанта и пересадить их на боевые машины пехоты, которые лучше защищены. Но нет. Как видите, в российской армии продолжают давать подразделениям ВДВ эти тонкостенные машины. Потому что, вы же десантники, вот и ездите на боевых машинах десанта. Окей. Видимо, всем этим выпускникам Академии Генштаба лучше знать. Давайте пойдем дальше. Перенесемся с вами на следующий участок фронта, а именно Харьковская область. Вы можете вспомнить, что здесь долгое время была довольно необычная ситуация в Волчанске. А именно, длительное время российские подразделения держались на территории агрегатного завода. При этом территория вокруг завода простреливалась. То есть российские солдаты не имели нормальной связи с тылами. На этой неделе появилось видео, как подразделения армии России бьют по агрегатному заводу. Из чего можно сделать вывод, что эта ситуация закончилась, и ВСУ смогли отбить обратно завод. Если на момент записи этой сводки открыть проект Deep State, то там территория завода все еще закрашена, как под контролем России. Но я думаю, они обновят карту в ближайшие дни. Также есть незначительное продвижение российских сил в районе поселка Песчаное, по направлению к реке Оскол и поселкам Колесниковка и Глушковка. Много обсуждалось, что тут российская армия вытягивает такую полоску, которую в теории можно пробить. Но, судя по всему, у украинских сил на этом участке фронта нет достаточного количества сил, чтобы провернуть такое. Двигаемся дальше. Донецкая область. Направление на Часов-Яр. Тут продвижение ВС РФ связано с районом населенных пунктов Ивановская и Клещеевка. Более того, в районе поселка Ступочки, который находится на запад через канал от Ивановского, было снято видео с российскими солдатами, демонстрирующими свои боевые знамена. Тут важен сам факт, что они смогли пересечь канал Северский Донец, Донбасс и занять позиции к югу от Часового Яра. К слову, видео снято в том районе, где канал уходит под землю в трубы. Соответственно, там он не является препятствием. То есть, условно, вы можете себе представить этот канал как забор. А такие участки местности, где канал уходит в трубы, как ворота в этом заборе. И казалось бы, именно эти участки надо оборонять в первую очередь. Но нет. Каким-то образом российские солдаты смогли пройти этот участок местности. Торецкое направление. Здесь меня мои коллеги по CIT попросили четче проговорить, чтобы не вводить в заблуждение зрителей, чтобы не создавалось ложное впечатление. Когда я говорю, что идут бои на окраинах Торецка, то на самом деле они идут на окраинах, но внутри самого города. Прямо среди многоэтажек. Есть кадры штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Людь», как они ведут бои в жилых массивах против российских солдат. И за последнюю неделю российские военные еще немного продвинулись вдоль главной улицы города. На Покровском направлении почти полностью захвачен поселок Гродовка, расположенный к северо-востоку от Новогродовки. Скорее всего, на момент, когда вы смотрите эту сводку, он уже захвачен полностью, потому что там оставалось совсем ничего. На южном фланге этого направления, которое некоторые начали выделять в отдельное Кураховское направление, российские войска захватили большую часть города Украинск, продвинулись в сторону Желанного Первого. Но что еще хуже, российские подразделения подошли к дороге, соединяющей город Селидово с поселком Цукурино. Если Цукурино будет захвачено, то судьба соседних Горняка и Кураховки будет предрешена, и оттуда ВСУ придется уходить. Главной темой недели стали удары по складам с боеприпасами. Сначала случился просто эпичнейший подрыв склада в городе Торопец Тверской области. Украинские беспилотники ударили по складу. Есть прямо кадры пролета беспилотников. Точнее будет сказать не склад, а арсенал. Вроде как там хранились десятки тысяч тонн боеприпасов, включающие в себя реактивные снаряды для градов, минометные мины, взрывчатку и артиллерийские боеприпасы. По-моему, это рекордный по мощности взрыв за все время полномасштабной войны. Кадры с ним можно прямо сейчас брать в голливудское кино. Взрыв был настолько мощный, что его зафиксировали сейсмические датчики в разных регионах мира в виде подземных толчков. Дым от возникшего пожара был прекрасно виден из космоса. На спутниковых снимках арсенала, снятых до полномасштабного вторжения,
видно, что часть боеприпасов хранилась под открытым небом. Скорее всего, это облегчило задачу уничтожения объекта. Уже есть спутниковые снимки последствий взрывов, и там видно, что большая часть здания арсенала уничтожена вместе с содержимым внутри. Разные исследователи называют разную оценку масштаба урона. Кто-то говорит, что 90% здания уничтожено, кто-то говорит 50%, но меньше 50% никто не называет. У нас нет детальных данных, что именно хранилось на арсенале и сколько. Но в теории его уничтожение может как-то временно повлиять на снабжение российских войск. Конечно, это не единственный арсенал армии России, но он был в европейской части, так что наверняка использовался и для снабжения фронта. Министерству обороны, скорее всего, потребуется какое-то время, чтобы немного перестроить логистику. Сейчас про каждый взрывающийся склад боеприпасов стало модно говорить, будто там хранились северокорейские ракеты. Но у нас таких данных нет. Это только слухи. На этом история не закончилась. Когда я писал сценарий этой сводки, начали поступать сообщения из города Тихорецк, Краснодарского края. Туда тоже долетели беспилотники. Обломки беспилотников. И подорвали артиллерийскую базу боеприпасов. Оттуда тоже есть эпичнейшие кадры взрыва. Есть спутниковые снимки, которые показывают масштабный пожар не только на базе боеприпасов, но и на военном аэродроме Тихорецк. Поскольку все это происходит прямо сейчас, пока мы записываем эту сводку, мне сложно пока сказать о масштабах ущерба в результате взрыва в Тихорецке. Кстати, загорелась и бывшая база наемников группировки Вагнера, расположенная в хуторе Молькино Краснодарского края. После уничтожения самой группировки она отошла к Минобороны России. Короче, неделька выдалась огненная. Все эти удары могли ли они наноситься дальнобойными атакамс или Storm Shadow? Нет, не могли. Потому что до арсенала в Теребце от ближайших украинских территорий 470 километров. А до Тихорецка и Молькина от ближайших украинских позиций больше 300 километров. Так что это могли быть только беспилотники. Раз уж мы заговорили про дальнобойные удары, давайте поговорим о том, что там с позиции администрации США. Во-первых, в наступающую среду, 25 сентября, Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Во-вторых, на следующий день, четверг, пройдет встреча Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Еще на прошлой неделе западные СМИ говорили, что после этой встречи могут объявить о разрешении применять неамериканское дальнобойное высокоточное оружие по военным объектам на территории России. То есть речь идет про британские ракеты Storm Shadow и про французские Scalp AG. Далее, украинской военной разведке надо найти в радиусе поражения такие легитимные цели, которые были бы особенно чувствительны для Владимира Путина, которые заставили бы его сесть за стол переговоров и, например, хотя бы договориться об отказе от ударов по объектам энергетики. Это сейчас особенно важно. Я вам на прошлых сводках рассказывал, что ракетами Атакамс и Storm Shadow можно бить по складам боеприпасов, по штабам, и это действительно достаточно эффективно и полезно в плане войны. Но не настолько чувствительно, чтобы повлиять на возможные переговоры. То же самое и с этими взрывами арсеналов. Это эпично, это эффективно, но не настолько критично. Проблема в том, что российская авиация концентрирует свои удары на энергосистеме Украины, и она уже нанесла ей серьезный урон. Плюс армия России сейчас сконцентрировалась на ударах по энергораспределяющим мощностям атомных электростанций. Проблема в том, что атомные электростанции не могут генерировать электричество в никуда. Если энергораспределяющая система при станции не работает, то станцию приходится глушить. К слову, ровно это происходило с Запорожской атомной электростанцией. Насколько я знаю, сейчас в Украине работают 3 атомные электростанции. Так что глушение даже одной станции может принести серьезнейший вред всей стране. Поэтому есть желание и необходимость договориться с Россией об отказе от ударов по энергетике. Но чтобы принудить ее к таким переговорам, нужно тоже нанести какой-то чувствительный удар. Удары по объектам энергетики являются военным преступлением. Отвечать военным преступлением на военное преступление нельзя. Да и западные союзники не позволят применять их оружие для такого. Поэтому я и говорю, что ведомству Буданова нужно сейчас заниматься не вылазками в Сирии и африканском континенте, а поиском особенно чувствительных для Путина легитимных целей. К слову, я не могу исключать, что, возможно, такие цели уже нашли. И они были в переданном Зеленским списке. Думаю, к следующей сводке ситуация станет немножечко яснее. При этом разрешение на применение Storm Shadow не может повлиять на российские удары по энергетике, поскольку Россия использует для этого стратегические бомбардировщики, которые взлетают, например, с аэродрома Айлене в Мурманской области, куда никакие Storm Shadow не долетят.
CNN пишет, что на наступающей неделе США, вероятно, объявят о крупном пакете военной помощи. Когда я говорю крупном, я имею в виду миллиарды долларов. Но есть один нюанс. Скорее всего, этот пакет будет сильно растянут по времени поставок. 30 сентября заканчивается очередной финансовый год, а вместе с ним и полномочия Байдена на выделение военного оборудования на нереализованную сумму более чем 6 миллиардов долларов. Администрация нынешнего президента США хочет успеть распределить эту сумму, но поставки будут растянуты по той причине, что у Пентагона нет необходимых резервов. Для кого-то это может показаться странным, особенно на фоне фотографий множества полевых складов, заставленных бесконечными рядами военной техники. Проблема в том, что у Департамента обороны есть свои нормативы об уровне готовности американской армии, которые подразумевают наличие определенного количества вооружений. И ниже этого порога опускаться нельзя. Поэтому такой пакет будет растянут по времени. Сначала предстоит это вооружение произвести. Вот такие у нас были новости на этой неделе. Встретимся с вами через неделю. До встречи.